Hello, this is Muse. Кавер-версия — это когда песню одной группы перепевает другой коллектив, желательно в своей узнаваемой манере. Сюда же относится раннее творчество почти каждой кабацкой группы. Ну, вы помните, Muse в ранние годы зареклись исполнять в барах каверы, играя собственное, забив при этом на требования публики исполнить что-нибудь известное. Они почти никогда не отступали от этого принципа, но если уж нарушать, то по-королевски. Мьюз каверили других исполнителей буквально десяток раз, но именно от этого каждый из них становился заметным событием. Ведь как оно бывает, чем тверже принципы, тем эффектнее их нарушение, тем более громкий отклик это имеет. Примета получается: если на каждом концерте играть кусочек Back in Black, то рано или поздно разделишь сцену с самими AC/DC. Или вот другая известная цитата в концовке. Здесь Мэтт пробует нагадать своих других кумиров и вдохновителей Rage Against the Machine. Здесь другая попытка увлечь американских слушателей.
Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Try around this way, you know what I mean, try now. Знатоки музыки сильно раздражались от такого неуважения к песням. Но на это и делается расчет через эпатаж привлечь внимание к своему особому стилю. На мой взгляд, прекрасная форма признания в любви своим кумирам, не так ли? Правда, с кем-то из них уже вместе не выступишь, и нужно справляться как-то самому. That's okay, 'cause so I am. Broken windows, Sunday morning, and every day for all I care. I'm not scared, light my candles in a daze, 'cause I found out. Посмотрим, кто еще был на музыкальных каналах в детстве Мэтта. Для записи этой композиции им пришлось уговорить Моргана не прятаться в тени. Между тем он вкалывает по полной. Мэтт все чаще сгружает на него свои партии, например, из Uprising и Starlight. Однажды Морган даже подменял Криса на целое выступление на басе. Я бы рад вам показать кавер Моргана на Криса, но то ли попросили не светить его лишний раз, то ли он сам скромничает, но операторы тщательно избегали его. Вот его появление за целую хистерию. Общие планы, руки, затылок и 2 раза по полсекунды. Интересно даже и немного возмутительно, почему человек, на котором минимум четверть звучания группы, всегда остается в тени. Мальчик,
сам на сцену не выходишь? А я стесняюсь. Вернемся к каверам и вспомним, что основная цель не просто переиграть, а подать чужую песню со своим узнаваемым звучанием. Как-то так. И это не всегда выходит автоматически. Дюран Дюран, например, почти не изменился. Так, может, в проигрыше? Нет, в оригинале и то забористее было. Пристрастие Мэтта не только на стороне широко известных песен, но и порой его цепляет что-то неожиданное. Маккартни. Что здесь происходит? Однажды музыкальный деятель Джейми Дэвис собрался пригласить на свое 40-летие кавер-группу с песнями Битлз, но те запросили $30 000 за выступление. Его реакция была вполне логична. Но прикинул, что и сам владеет гитарой, и знакомых музыкантов в Лос-Анджелесе куча, почему бы не попросить их выступить, например, бесплатно. Но для пущего интереса предложить взяться за незнакомые инструменты. Так он спросил у Мэтта: «Ты умеешь играть на басе?» Тот ответил, что всегда хотел играть на басе. Барабанщику Nine Inch Nails предложил взяться за гитару и так далее. Так участники топовых рок-групп со всего света образовали супербанду просто для куража. И парни с удивительным энтузиазмом бросились репетировать.
Название было определено репертуаром, перекличка со знаменитым альбомом Beatles, а в первом варианте еще и рекламным контрактом с газировкой. Но главное, томленными сердцами музыкантов, подуставших от своих привычных ролей. Как вы заметили, Мэтт лишь подпевает, а самые внимательные не досчитались и струн на его гитаре. Действительно, он взялся за бас. Как он сам признавался, с нетерпением ждал возможности сыграть несколько шоу в небольших пабах и клубах для фана, как в старые добрые времена, когда Muse играли в таких. Там вы можете видеть лицо каждого зрителя. Кроме того, играя на бас-гитаре, приятно слиться с фоном, а не обязательно быть всегда на передовой. На заре группы в свои 20 мы могли знатно отрываться и напиваться, но на следующий день я не мог петь. Так я понял, что ключ к веселью в рок-группе — это быть басистом или барабанщиком. Так что это мой шанс, я могу наконец-то накидаться пивом и по-прежнему играть на следующий день, и никто бы этого не заметил. Такая интрижка на стороне принесла и пользу для Muse. Для Беллами клуб измученных сердец стал серьезным исследовательским проектом. Он начал глубоко разбирать творчество Beatles, от истоков следя за развитием той музыки, что превратилась в Muse с точки зрения эволюции рока. You know what? I would actually go as far as to say this song was partly influenced by being in this Beatles covers band that I joined. You know, Dom played with us briefly. We managed to play with Paul McCartney for a couple of tracks. As well. And I wanted to take on the bass role. And, you know, Paul McCartney's bass lines were just really, really fantastic, you know. So around that time that I was learning that, I started picking up the guitar and like just playing loads of riffs and learning sort of, you know, slightly bluesy, slightly cool riffs, and basically it was a combination of those three riffs. You know, it was a bam, ding, 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 ding in the verse, and then the do 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 do, and then the do 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 dee 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 in the chorus. It was just three riffs, and I was just trying to find ways to get them to merge together in one song, basically. Yeah. Эти эксперименты настолько увлекли Мэтта, что он стал продвигать идею полноценного альбома Jagged Hearts, став продюсером, боссом лейбла и движущей силой группы. Дух стартапа и экспериментов и позиция продюсера привели к тому, что Матэ приглашает иногда Доминика и Криса выступить с ними, а на некоторых дорожках сам исполняет вокал и, похоже, свои юношеские мечты. Внимание, следующее видео может повлиять на вашу ориентацию или привести к неожиданной беременности. I love you, I never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.
Таким образом, мы в очередной раз видим удивительное профессиональное везение, ведь выше этого второго уровня дошли единицы. Сначала ты исполняешь каверы в баре, потом, став чуть более известным, ты бросаешь вызов мировым хитам, манифестируя свое звучание и стиль. На третьем уровне каверят уже тебя. Но что делает Беллами сотоварища особенными, это то, что они пробили очередной уровень. Несколько инди-королевских особ создали свою подвальную кавер-группу. Стали учиться второстепенным ролям, отвоевав фронт. И посмотрите, с каким наслаждением. Особый кайф, такая степень свободы начинать с нуля, уже состоявшимся и состоятельным. Теперь не страшно стать и кавер-группой, особенно если величайшей в мире. Почему величайший? Уже на втором выступлении группы они нарвались на присутствие и респект от самого сэра Пола Маккартни, всей группе и в отдельности за владение басом. Кстати, точная копия гитары Пола. В тот день на саундчеке Стелла Маккартни сказала: «Да, кстати, сегодня папа придет и Ринго». Не думать об этом было невозможно, но никто не верил, что это произойдет. И стоим мы там потеем, осознавая, что собираемся играть песни Битлз перед самими Битлз. И первая же песня — бум! Пол просто выскочил на сцену и начал подпевать, а мы просто отделались. Ну да, скажи спасибо, что не Мэнсон. You leave this helter-skelter bullshit? У Мэтта амбиции продюсера сторонних проектов взялись не с пустого места. И кожаные костюмы тоже. Life is short, filled with stuff I don't know what for. I ain't had enough. Повод полюбить Мьюз еще больше — их удивительные отношения с каверами. Не замыкаться в рамках собственных принципов и суеверий, быть готовым на эксперименты и откровенные авантюры, но оставаться при этом собой, даже в чужих песнях. Вот она, настоящая завидная исполнительская свобода.